Здравствуйте! Jabra Elite 7 Pro — это прошлогодняя модель 2021 года, но все равно хочется о ней рассказать, потому что это все еще актуальный флагман, и по звучанию, сразу же скажу, меня не зацепили. Естественно, пару слов о внешнем видео, о кейсе, о самих наушниках. Все очень здорово, потому что кейс крайне компактный, его очень легко спрятать в руке, при этом пластик хоть и не ощущается каким-то сверхдорогим, но и бюджетным назвать его сложно, тем более что наушники совершенно не бюджетные. По поводу наушников, их очень легко доставать из кейса. При этом по форме они максимально эргономичные, они компактные, у них очень хорошо вытянутый звуковод, и сразу же при визуальном таком осмотре есть вопросы к амбушюрам, потому что они очень короткие, хоть и достаточно плотные. Поэтому кажется, что будут какие-то проблемы с посадкой. Но по факту, когда я их в первый раз вставил в ухо, они настолько легко, настолько беспроблемно встали на свое место, причем именно так, чтобы была полноценнейшая пассивная звукоизоляция. Я такого, если честно, не помню. То есть даже в случае с своими Soundcore Liberty 2 Pro, к которым я уже за 1,5 года полностью привык, которые мне подходят по своей форме, все равно приходится немножечко вот подкрутить, как-то подрегулировать. Здесь все очень просто, то есть взял наушник, просто вкинул его в ухо, все, он встал на свое место ровненько так, как это и должно быть. При этом, естественно, сильно он в ухе не выделяется, достаточно сдержанный по своему дизайну, поэтому не привлекает к себе особого внимания. По поводу характеристик, ну, с одной стороны, это очень хорошее время автономной работы, до 8 часов, это присутствие и активного шумоподавления, и режима прослушивания окружающей среды, это время автономной работы до 8 часов, и при этом из кодеков, как-то ожидалось для флагмана, там какие-нибудь aptX, там aptX в какой-либо вариации, хотя бы low latency, возможно, что-нибудь более крутое, навороченное. Ну, все-таки для галочки хочется, да и тем более, что наушники не такие уже и плохие по звучанию, даже хорошие по звучанию, то есть вероятность, что какой-нибудь кодек смог бы выжить больше по качеству звука. Но все, что мы имеем, это SBC и AAC. На этом все ограничивается. И это немножечко странно. Но более странным было проверка тестирования шумоподавления. То есть это тот случай, когда ты включаешь шумодав и ты не чувствуешь вообще никаких изменений абсолютно. То есть уже начинаешь в разных условиях с разными типами шумов все это тестировать и понимаешь, что вот само переключение, оно не дает ровным счетом ничего. То есть, естественно, устанавливал приложение для более информативного взаимодействия с наушниками и понимаю, что включаю его, но ничего вообще не происходит. Я такого не помню. То есть бывает так, что включаешь шумодав, и он практически никакого влияния не делает, но при этом ты сразу же ощущаешь, что вот что-то немножечко изменяется в самих звуках, которые издают наушники, то есть минимальные какие-то изменения есть. Здесь их попросту нет. По поводу окружающей среды прослушивания, все как было с этим великолепно у Jabra, так и осталось. Тем более, что система с микрофонами здесь очень навороченная, поэтому должно быть с одной стороны круто, но по активному шумоподавлению получилось совсем как-то печально. Но и все-таки самое главное — это звучание, что они из себя представляют. И для True Wireless наушников это очень и очень хороший уровень. В особенности по высоким частотам. То есть, во-первых, сами по себе наушники достаточно агрессивные по своей подаче. Выделяется бас, выделяются высокие частоты. При этом нет такого, что они прям как-то количественные, их слишком много, они там начинают доминировать. Нет, это скорее относится к весу на низких, на высоких частотах. И что интересно, высокие частоты обрезаются достаточно поздно. То есть не сказать, что они прям срезанные какие-то. То есть даже в топовых ТВС-ках все равно это ощущаешь, что после, условно говоря, там 14-15 тысяч Гц, там вот все, уже беда-печаль. Здесь немножечко больше они могут дать, и это немного непривычно. И плюс ко всему прочему, наушники достаточно детальные по сравнению со своими же Soundcore Liberty 2 Pro. Я понимаю, что они немножечко лучше, немножечко детальней.
и при этом более собранный, опять же, если сравнивать с теми же саундкорами, потому что в саундкор все равно бас может быть где-то местами такой немножечко медлительный, то есть те же атаки не настолько быстрые, не настолько хлесткие. В этом плане Jabra, безусловно, значительно лучше и интереснее. Опять-таки, все звучит очень натурально, естественно, наушники не уходят в грязь, у них нет каких-то серьезных искажений. И, пожалуй, единственная претензия, которая есть к их звучанию, это сцена. То есть наушники достаточно глубоко вставляются в ухо, и из-за этого в глубине, ширине сцены мы, естественно, будем терять, потому что наушники находятся глубже, ближе к самому слуховому аппарату, хотел уже сказать, каналу. И, соответственно, это немножечко печалит, потому что понимаешь, что звучание-то классное, то есть это действительно такой флагманский уровень, то есть один из таких лучших вариантов, которые ты вообще слышал, но и одновременно с тем все это немножечко как-то плосковато. И когда накладывается достаточно высокая стоимость, активный шумодав, который какой-то совсем неактивный, то уже начинаешь задумываться, насколько они вообще стоят своих денег. И по поводу активного шумоподавления хотел бы еще добавить, что пассивная звукоизоляция у наушников просто прекраснейшая, они прекрасно пассивно давят какие-то шумы, не пропускают их в ухо, и это отчасти компенсируется, но все равно хотелось бы, чтобы за эти деньги уже шумодав был просто рабочий, хороший, как положено. Поэтому насколько они хороши, они интересны, они имеют свои определенные преимущества. Это очень хорошие с точки зрения аналитики наушники. Здесь, конечно, и псевдодетальность тоже сказывается, но от этого наушники хуже не становятся. В них можно слушать музыку достаточно богатую по своим инструментам, но все-таки их косяки, которые присутствуют, это, конечно, печально, и уже понимаешь, что да, они нравятся, но как-то советовать их на 100%, типа это та модель, которую однозначно нужно добавить к своему списку для прослушивания, для выбора, но не хочется, потому что все-таки сбалансированности в них, к сожалению, нет. Поэтому на этом буду завершать свое видео впечатление. Если вас они заинтересовали, то можете найти их по ссылке в описании. Если выбираете себе True Wireless наушники, то на нашем сайте достаточно большой выбор. Можете посмотреть, выбрать, возможно, найти что-то подходящее именно для вас. И на этом буду закругляться. Большое вам спасибо за просмотр данного видео впечатления. Если понравилось видео, то буду благодарен вашему лайку. И все, мира вам и здоровья, до скорых встреч!